Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня я расскажу о всех титанах в мобильных хрониках хаоса. Какие титаны более актуальны в подземелье, а каких лучше использовать на войне гильдий. Благодарю всех за активность под прошлым видео. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставляйте их в комментариях, я все читаю и отвечаю на них. Также благодарю всех за донаты. Если вы считаете, что стоит поддержать меня, ссылка в описании под видео. Там вы можете написать любое сообщение, будь то похвала или любой волнующий вас вопрос по игре, которого вы хотите разобрать в частном порядке. В таком случае не забудьте указать контакты для связи, а мы приступаем. Это сокращенная часть видео о титанах. Полная версия выйдет немного позже. Однако сейчас я постараюсь емко передать вам необходимую информацию. Конечно, все сказанное мной здесь вы и так можете знать, но думаю, некоторым эти знания могут быть как раз кстати. Сразу уточню, что буду говорить об эффективности титанов преимущественно на максимальной прокачке, но также затрону и тех игроков, которым только предстоит проходить подземелье, еще не с особо прокачанными титанами. Чтобы подтвердить, что я в этом что-то понимаю, покажу вам таблицу по подземелью и по мощи титанов. В данный момент, с отрывом около 700 уровней, я удерживаю первое место, имея всех титанов на максимальной прокачке. Итак, начнем. Стоит отметить, что каждый титан, так же как и любой герой, имеет фиксированную позицию. А это означает, что, например, Маири не сможет стать спереди новой, так же как Молох никогда не встанет за вулканом и так далее. Номер позиции каждого титана у вас на экране. Каждая стихия имеет 4 титана, одного супер титана, одного танка, одного стрелка и одну поддержку. Все они настолько разные по функционалу и полезности внутри своей роли, что следует обсудить каждого титана отдельно. Сперва разберем подземелье. Для начала рассмотрим вариант, при котором у вас есть все титаны, но вы еще не близки к тому, чтобы иметь 120 уровень на каждом из них. Все титаны, как и герои, условно поделены мной на несколько категорий тиров. Тир B. Эти титаны используются преимущественно на стихийном уровне и прокачиваются они в последнюю очередь. Маири. Титан поддержки дальнего боя от стихии воды, имеющий способность на 8 секунд ослаблять атаки противников на 40%. Это один из немногих титанов в игре, у которого способность не подкреплена физической атакой, то есть неважно, 120 уровень у Маири или 100, она всегда будет ослаблять атаки врагов на 40%. Таким образом, ей можно пользоваться не особо раскачивая. К тому же при битве только водными титанами она становится в третий ряд, что позволяет ей пережить все способности от вражеских огненных титанов, так как ее они не достают. Обычно игроки прокачивают Маири в самую последнюю очередь. Вулкан. Огненный титан-стрелок дальнего боя, имеющий способность, с помощью которой извергает снаряд с 3-кратным уроном от своей базовой атаки. Имеет самый высокий урон с руки, но и в то же время довольствуется самым низким показателем здоровья среди всех титанов и не пользуется популярностью из-за отсутствия какого-либо ярко выраженного преимущества. В целом прокачивается игроками в предпоследнюю очередь. Сильва. Титан-стрелок дальнего боя от стихии Земли, со способностью запускать 6 стрел, каждая из которых наносит по 70% от ее физического урона, в совокупности 420% в каждого из 5 титанов, или же, если жив один враг, то все летит в него. Не сказать, что слабо, но выдающегося здесь тоже ничего нет, так как физическая атака Сильвы самая низкая среди всех стрелков-титанов. Но в то же время, из всех 3 разобранных титанов, в первую очередь я бы прокачивал именно ее, по той причине, что титанам Земли в подземелье приходится сложнее всего, так как у них нет лечения и таких защитных способностей, как у титанов воды, и нет такого весомого быстрого урона, как у титанов огня. Тир А. Титаны, которым следует уделить внимание на прокачку, и которых можно использовать как и на стихийном, так и на общем уровне. Сюда относятся титаны-танки ближнего боя стихии огня и земли, Молох и Ангус. Их обоих определенно стоит прокачивать, так как на стихийных уровнях, чем больше они прокачаны, тем больше они впитывают урона, тем больше стоит вся пачка. Все логично. К тому же, достаточно прокачанный Ангус наносит внушительный урон с помощью своей способности, а способность Молоха при своем умеренном уроне больше славится контролем, которая к тому же в некоторых ситуациях позволяет задеть 2 титанов одновременно. Также в тир А стоит отнести Нову. Этот титан-стрелок дальнего боя от стихии воды известен за свое оглушение, которое способно вывести из строя сразу 3 титанов задних рядов, что позволяет выиграть достаточно времени для сокрушения вражеской пачки титанов.
Тир S – лучшие титаны для подземелья, которых необходимо прокачивать в первую очередь. Конечно же, здесь идет речь о 3 суперах – Гиперионе, Эдеме и Араджи. Все эти 3 титана обладают дальним боем и имеют неоспоримое преимущество перед всеми остальными в виде наличия второй способности, срабатывающей периодически, что можно сказать о каждом из них. Гипериона не зря считают самым полезным титаном в игре, из-за его немалого урона с первой способности и за счет его действительно востребованного лечения со второй способности, которая жизненно необходима для набивания как можно больше титанита. Гиперион гармонично дополняет остальные способности других титанов водной стихии и делает эту стихию самой стойкой в подземелье, что позволяет сохранить титанов как можно дольше и для всестихийных уровней. Эдем выступает самым опасным и самым непредсказуемым титаном в игре за счет своего огромного урона по области с первой способности и за счет своего второго умения, которое удаляет вражеского титана на 8 секунд, лишая возможности действовать как-либо. Для подземелья это особенно актуально, когда во вражеской пачке остается один титан, и вместо утаскивания его под землю, Эдем оглушает его, даруя бесплатные секунды для подзарядки способностей союзных титанов. Араджи является титаном, задающим темп своей команде за счет ускорения со второго умения, и способен нанести колоссальный урон с первого навыка, если его нечем остановить. Неоспоримым преимуществом данного супера перед всеми остальными титанами является тот факт, что он очень быстро заряжается, и даже выходя в бой, где все титаны уже заряжены и готовы применить свое первое умение, Араджи быстро с нуля зарабатывает энергию, и ему достаточно совсем немного времени, чтобы накопить ее на свой сногсшибательный, испепеляющий луч. Также, помимо суперов в тире S для подземелья, относятся несколько обычных титанов. Игнис – титан поддержки дальнего боя от стихии огня. Игроки называют его Небулой среди титанов, и это действительно так, только его баф с первого умения распространяется сразу на всю команду. Это один из тех титанов, благодаря которым можно бить всевозможные рекорды по титаниту ежедневно. Секрет успеха прост, нужно всего лишь оставить Игниса заряженным для уровня со всеми стихиями и умело применить его в связке с другими атакующими способностями ваших титанов. Особенно стоит обратить внимание на тот факт, что лечение Гипериона Игнис под своим бафом также увеличивает, следовательно это еще больше позволяет сохранить титанов для прохождения подземелья. И еще одно убедительное применение Игниса состоит в связке с Авалоном, титаном поддержки дальнего боя от стихии Земли. Авалон со своим умением, эквивалентным первому умению Астарота, накладывает на всех союзных титанов щит, позволяющий заблокировать трехкратный урон от его физической атаки. При умелом использовании в комбинации с Игнисом, Авалон предоставляет пачке достойную защиту, грамотно воспользовавшись которой можно победить бой, зарядив всех титанов снова и не потеряв при этом и 15% здоровья всех титанов в своей пачке. Также Авалон, как и все остальные титаны Земли, имеет достойный показатель здоровья, что позволяет ставить его в первый ряд и тем самым быстрее набирать энергию для своего умения, использовав которое вместе с тем же Игнисом он будет впоследствии вылечен Гиперионом. Именно по этой причине моя любимая пачка на уровне со всеми стихиями — это Игнис, 3 супера и Авалон. Также игроки вместо Авалона предпочитают использовать в качестве танка Маири или Нову. Все зависит от первоначальной подзарядки титанов с прошлых битв. Но нельзя обойти стороной Сигурда, титана танка ближнего боя от стихии воды. Сигурд однозначно выступает в роли чистого танка, первая способность которого позволяет блокировать огромное количество урона, оставаясь при этом невредимым. Игроки в первую очередь качают именно его, так как считают его эталоном среди всех танков. И это несомненно так. Благодаря Сигурду можно преодолевать немалое количество уровней, максимально сохраняя здоровье всем остальным титанам в вашей пачке. Это был рейтинг титанов для подземелья в варианте, когда у вас не все титаны 120 уровня и вы не спустились слишком глубоко. Теперь рассмотрим вариант, при котором у вас все титаны 120 уровня и в подземелье вы находитесь достаточно глубоко. Например, вражеские титаны имеют 5 звезд и также близки к 120 уровню. Рейтинг будет выглядеть практически так же, но с одним изменением. Сигурда использовать тяжелее, и он не так эффективен, как остальные в S. Связано это с тем, что Сигурд имеет не так много здоровья, как хотелось бы.
Особенно это влияет в тех ситуациях, когда уровень начинается с битвы всех стихий, когда энергия у всех ваших титанов по нулям, и приходится ставить Сигурда, чтобы сохранить остальных, которым пригодится здоровье в дальнейших уровнях. Также из недостатков Сигурда можно выделить то, что его замах обычной атаки очень медленный, и из-за этого он не так быстро набирает энергию. Все это не отменяет того факта, что Сигурд действительно хорош, но судя по моему опыту, пользоваться им на глубоких уровнях ощутимо сложнее. Теперь давайте разберем титанов в контексте войны гильдий. Заново задам обозначение категориям, тирам. S, незаменимая база, используется практически всегда. Если про супер титанов все и так понятно, то следует сказать пару слов о Нове. Нова на войнах крайне эффективна. Почему? Приведу один пример. Практически у каждого в Золотой Лиге есть все 3 супера, и ни для кого не секрет, что все бои в атаке проводятся вручную, и оглушение Новы используется также вручную, в частности, например для того, чтобы потушить вражеского Араджа, в то время как пачка титанов, на которую мы нападаем, всегда бьет на автомате. Даже в ситуации, когда на войне гильдий сражаются идентичные пачки, состоящие из одних и тех же титанов, выигрывает именно тот, кто проводит бой вручную. И в частности, успех исхода зависит от того, насколько грамотно вы используете оглушение Новы. Поэтому можно заметить, что на попытках с титанами практически никогда не ошибаются. Зачастую это результат грамотного применения Новы. Тир А можно обозначить как мощных титанов, которые весьма эффективны и чаще всего используется кто-то один из них. В идеальном варианте любой из этого тира 100% идет в дополнение к костяку в пачку из всех титанов из тира S. Например, 3 супера Нова, Ангус или 3 супера Нова, Молох. Также очень редко, но возможен вариант 3 супера Ангус и Молох. Игнис же чаще всего используется в защите, так же как и Сигурд, но тенденция показывает, что Сигурд используется игроками все реже и реже. Иностранные гильдии вообще очень редко его используют, но у нас он встречается чаще, пока что. Почему так происходит, как правильно проводить бои с титанами на войнах и другие тонкости я расскажу в полном обзоре по титанам, который выйдет, когда под этим видео наберется, скажем, 2000 лайков. А пока предлагаю вашему вниманию таблицу, по которой большинство гильдий проводят бои именно такими составами в атаке. Но предупреждаю вас, эта таблица служит лишь напоминанием, шпаргалкой. Первостепенно важно, как вы проводите бой. Здесь вы можете видеть, что отсутствуют составы с Вулканом, Сильвой и Авалоном, и лишь один состав с Маири. Это связано с тем, что игроки отдают приоритет суперам и Нове, которые несомненно опережают данных титанов по эффективности, поэтому закономерно расположить их в тире С, титаны, которые практически не используются на войне гильдий. Данный обзор подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что это сокращенная часть от полного обзора по титанам, которая обязательно опубликуется в ближайшем будущем. Там я раскрою секреты грамотного прохождения подземелья, о которых никто не рассказывает, почему некоторые игроки не качают Нову выше 115 уровня, и детально разберем, как никогда не проигрывать, атакуя титанами на войне гильдии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, вам не сложно, а мне приятно. Скоро на этом канале будет много интересного и уникального контента по мобильным хроникам хаоса.